Поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео, чтобы больше людей узнали этот секрет. Давайте развиваться вместе. Мужчины, обратите внимание, потому что я буду говорить без пощады. Прежде чем что-либо, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал, потому что если вы не делаете даже этого минимального усилия, у вас нет права жаловаться, что вы продолжаете быть одинокими, отвергнутыми и дураками. Заголовок говорит сам за себя, и женщины просят, чтобы их возбудили женщины, ищущие отношения с мужчинами. И да, я знаю, что вы часто говорите, что трудно найти достойную женщину или жалуетесь, что все хотят только деньги или статус. Но остановились ли вы когда-нибудь, чтобы взглянуть на себя и понять, сколько усилий вы тратите на вещи, которые не приносят никакого результата? Хватит падать в пустые обещания, действовать так, как будто у вас нет личности, и придумывать оправдания для того, чтобы оправдать свой неуспех в соблазнении. Я здесь, чтобы надавать вам выговоров, где это необходимо, потому что вам это нравится. Вы любите слушать голую правду, быть подвергнутыми критике. Итак, я скажу вам точно, что вы не сделали, что должны были сделать, и, главное, дам мощные советы, чтобы вы наконец научились соблазнять молодых женщин, вызывая их интерес и желание естественным образом, не скатываясь в нелепость. Мы поговорим о том, как читать знаки интереса, создавать эмоциональную связь, жесты, которые заставляют их чувствовать себя особенными, как больше слушать, чем говорить, как демонстрировать уверенность и подлинность, маленькие комплименты, которые открывают двери, как создавать незабываемые моменты даже в самых обычных ситуациях, как найти баланс между провокацией и уважением, как выделяться, не преувеличивая, и как использовать язык тела, ритм и завершение встреч, чтобы она хотела большего. Все это направлено на то, чтобы вы больше не были отвергнутым дураком, а тем мужчиной, которого они воспринимают как уникального. Если вы думаете, что это глупости, оставайтесь с вашими оправданиями. Если хотите развиваться, прекратите лениться и следите за каждым подзаголовком до конца, потому что в конце я дам самые важные советы, чтобы вас не обманывали, чтобы вы не теряли время и начали играть по-настоящему. Номер 1. Как понять знаки женского интереса? Зачем пытаться соблазнить, если ты даже не понимаешь, когда она заинтересована? Многие из вас ошибаются здесь, думая, что либо она падает вам прямо в объятия, либо не заинтересована вообще. На самом деле женщины обычно дают тонкие знаки. Это может быть способ, которым она смотрит на вас, смеясь с ваших шуток, даже если они не так уж и смешны, приближая свое тело к вашему, играя с волосами, наклоняя голову и внимательно слушая. Может быть, она задает личные вопросы, проявляя любопытство к вам. И что вы делаете? Часто игнорируете все это или думаете, что это просто и вежливость. Прекратите быть тупыми. Если она дает возможность для более близкого контакта, ответьте легким жестом, проверьте с помощью тонкой провокации. Если она ответит положительно, двигайтесь дальше. Если отступит, уважайте это. Но не будьте тем, кто настаивает, думая, что нет, это скрытое «да». Нет. Нет, это нет. Есть женщины, которые еще более явно показывают, что им нравится. Прикосновение к руке, частые смешки, скрытые комплименты, вопросы о вашей личной жизни. Если вы этого не замечаете, вы так и останетесь в зоне дружбы. Так что перестаньте ждать, что она скажет «и я заинтересована», и начните наблюдать за этими микроповеденческими знаками. Помните, эти знаки могут различаться от человека к человеку, но если вы заметите 2 или 3 одновременно, это большой шанс на открытость к чему-то большему. Вопрос в том, осмелитесь ли вы действовать или останетесь стоять как деревянный столб? Это и есть разница между мужчиной, который идет вперед, и дураком, который жалуется, что в его жизни нет женщин. Номер 2. Важность создания эмоциональной связи до любого продвижения. Хватит действовать, как будто все основывается только на внешности или статусе. Ни одна женщина не будет поддерживать интерес, если не почувствует эмоциональную близость, синхронность. И да, молодые женщины тоже хотят связи, они не все безмозглые, гоняющиеся за богатым парнем. Так что, вместо того, чтобы сразу переходить ко вторым намерениям, начните с создания базы эмпатии. Спросите, что она думает по поводу определенных тем, покажите реальный интерес к ее мнениям, поделитесь чем-то настоящим о себе. Дайте ей понять, что вы не робот, повторяющий заученные фразы. И будьте осторожны, чтобы не превратить это в допрос. Это диалог, а не собеседование.
Если она говорит что-то личное, слушайте внимательно, задавайте вопросы для продолжения, показывайте, что вам не безразлично, но не становитесь психологом, дающим советы без просьбы. Цель, чтобы она подумала: и этот парень действительно меня слушает, ему интересно то, что я говорю. И это ощущение того, что она услышана и понята, создает комфорт и открытость. А когда вы захотите перейти к чему-то более физическому, она не почувствует себя использованной, а вовлеченной. Без этой связи вы будете топтаться на месте, пытаясь действовать, в то время как она будет избегать вас, потому что поняла, что вы хотите только удовлетворить свою гордость или временные желания. Так что запомните, не будьте идиотом, который едва говорит «привет» и уже приглашает ее к себе домой. Сначала создайте эмоциональную связь, покажите, что вы не для забавы, но и не как озабоченный извращенец. Так вы создадите первоначальное доверие, которое позволит в будущем перейти к чему-то более интенсивному. Номер 3. Простые жесты, которые заставляют женщину чувствовать себя особенной. Многие из вас думают, что нужно устраивать большие шоу или дарить дорогие подарки, чтобы произвести впечатление. Это полная глупость. Женщины, особенно молодые, тронуты маленькими жестами, которые показывают, что вы обращаете внимание и заботитесь. Это может быть, например, вспомнить деталь, которую она сказала в своем детстве, и вернуться к этому разговору через несколько дней, или заметить, что ей нравится определенный сладкий вкус, и принести конфету с этим вкусом. Это может быть просто предложить ей куртку, когда замечаете, что ей холодно, или открыть дверь машины, не прикидываясь рыцарем, но естественно. Эти жесты показывают, что вы не только думаете о себе, но и замечаете ее потребности. И не для того, чтобы льстить, а чтобы показать подлинную заботу. Когда она замечает, что вы обращаете внимание на детали, она чувствует себя ценимой, понимает, что вы не просто еще один дурак. И не нужно перебарщивать, иначе это будет фальшиво. Делайте это в нужный момент. Простой пример: вы разговариваете, она говорит: «И мне нравится эта группа, но я никогда не была на их концерте». Так что, если в вашем городе будет концерт, вы можете пригласить ее, показывая, что помните ее комментарий. Это имеет огромный эффект, потому что она видит, что вы не выкинули информацию, которую она вам дала. Эти жесты мощны, чтобы укрепить отношения и заставить ее хотеть проводить больше времени рядом с вами. Так что прекратите пытаться впечатлить, тратя кучу денег или хвастаясь. Делайте маленькие вещи, которые показывают внимание и заботу, и вы увидите, как это повлияет на нее. Номер 4. Почему важно слушать больше, чем говорить, в процессе завоевания? Будем честны, вы слишком много говорите и ничего не слушаете. Думаете, что если вы вывалите всю свою жизнь и достижения, то произведете впечатление на девушку. Но получается наоборот. Она начинает скучать, считая вас надоедливым нарциссом. Если хотите завоевать женщину, особенно молодую, учитесь активно слушать. Спросите что-то и дайте ей возможность развить мысль, проявляя реальный интерес. Не перебивайте, не начинайте рассказывать свою схожую историю, чтобы конкурировать. Просто слушайте и задавайте вопросы для продолжения. Да, я знаю, что для многих из вас трудно молчать, но именно это отличает вас от болтунов. Когда она понимает, что вы действительно ее слушаете, а не просто ждете своей очереди, чтобы говорить, это создает атмосферу безопасности и комфорта. Она чувствует, что может открыться вам больше, и в этот момент связь становится глубже. Когда наступит ваша очередь говорить, делайте это сбалансированно, не забирать все внимание. И не смотрите в телефон или часы, показывайте полное присутствие. Отсутствие внимания – это ведро холодной воды для женского интереса. Женщины устали от мужчин, которые только и говорят о себе, так что будьте тем, кто ее слушает, кто ценит ее мнение, кто позволяет ей быть ведущей в разговоре. Это не делает вас слабым, это делает вас умным. И если потом вы захотите предложить что-то более интимное, она будет гораздо более склонна согласиться, потому что чувствует себя действительно услышанной. Так что перестаньте думать, что нужно впечатлить 1000 историй. Впечатляйте тем, что показываете ей, что цените то, что выходит из ее уст. Номер 5. Покажите уверенность и подлинность, чтобы завоевать ее доверие. Хватит играть роль и хорошего парня, и мужика, на показ. Женщины замечают это издалека. Они хотят мужчину, который уверен в том, кто он есть, который не нуждается в создании персонажа.
Если вам нравится альтернативный рок, не притворяйтесь, что вам нравится Серт, только потому, что вы думаете, что это ее порадует. Если вы спокойны, не нужно вести себя как король танцпола. Будьте подлинным, но не путайте подлинность с грубостью. Это означает говорить то, что вы думаете, вежливо, защищать свои взгляды без навязывания. Уверенность также включает в себя признание того, что вы не знаете чего-то, и отсутствие страха сказать: «Я не очень понимаю это, но хотел бы научиться». Женщина видит в таком поведении зрелость мужчины, который не стремится быть идеальным. И, конечно, перестаньте быть трусом, который не принимает инициативу из страха перед отказом. Покажите, что у вас есть смелость действовать, но если она не захочет, вы уважаете это. Вот что такое уверенность. Она доверяет тому, кто знает, чего хочет, но не разочаровывается, если результат не наступит мгновенно. И если вы живете ложью, думаете, что сможете ее обмануть, забудьте, правда выйдет наружу. Лучше будьте честны по поводу своих недостатков или ограничений, но также сосредоточьтесь на своих достоинствах. Когда она видит это сочетание, она чувствует, что может доверять, а доверие – это первый шаг к желанию. Без доверия не существует химии, которая могла бы выстоять. Так что перестаньте быть марионеткой своего персонажа. Будьте собой в лучшей форме, готовыми исправлять ошибки, но не становитесь ковриком. Номер 6. Влияние небольших искренних комплиментов на женский интерес. Не говорите мне «это совершенно» или «и ты невероятно красивая» и каждый раз, потому что это звучит пусто и повторяется. Если хотите сделать комплимент, делайте это с конкретными замечаниями, которые демонстрируют настоящую внимательность. Например, можно сказать: «И мне нравится, как ты говоришь, когда ты взволнована, твой голос меняет тон и становится еще более очаровательным». Или «Это удивительно, как ты превращаешь банальный разговор в нечто увлекательное». Заметили разницу? Вы отмечаете уникальные черты в ней, а не используете клише. Лучше всего выбрать момент, когда она не ожидает, и сказать что-то, что подчеркивает ее личность или физическую особенность, которую редко замечают, например, «И мне нравится, как ты играешь с этим колье, когда думаешь». Но не преувеличивайте, не повторяйте комплименты слишком часто, иначе это превратится в дешевую лесть. Всегда добавляйте искренность, потому что если она почувствует, что вы что-то выдумываете, она насторожится. Искренние комплименты создают ощущение ценности, того, что он видит меня так, как другие меня не видят. Это усиливает интимность, конечно, привлекает. Поэтому уделяйте внимание каждому жесту, характеристике или поведению, которые привлекают ваше внимание, и комментируйте это в нужный момент, без лишней шумихи. Вы увидите, как это сильнее, чем 1000 банальных фраз. Номер 7. Как создавать незабываемые моменты, даже в обычных ситуациях. Для женщины важно не только место или активность, но и атмосфера, которую вы создаете. Вы можете быть в простом баре, но если знаете, как вести разговор и вставлять моменты эмоций или юмора, она запомнит этот момент как нечто особенное. Например, если вы идете по улице после свидания, может возникнуть возможность посмотреть на звезды или заметить что-то интересное в витрине и прокомментировать это поэтично или смешно. Это оставляет след. Если вы готовите вместе, превращайте этот процесс в игру, маленькое кулинарное соревнование с улыбками и легкими подколами. Она скажет: «И вау, я никогда не веселилась так, готовя с кем-то». Эти мелкие детали, когда они хорошо скоординированы, делают момент незабываемым. И не думайте, что для этого нужны деньги. Часто креативность перевешивает любой бюджет. Прогулка в парке с увлекательным разговором уже достаточно, чтобы она подумала: «И какой необычный парень». Главное – это желание сделать каждую ситуацию интересной, не впадая в рутину. Если вы ведете себя как робот, делая все механически, она забудет о вас за секунду. Но если вы показываете, что находитесь в моменте, создаете истории, шутите в нужный момент, предлагаете глупые игры, которые создают интимность, вы строите воспоминания. Так что перестаньте думать, что нужно отвезти ее в дорогой ресторан. Не нужно. Нужно иметь настрой и воображение. Номер 8. Баланс между провокацией и уважением. Многие из вас путают провокацию с агрессивностью или вульгарностью. Если вы грубы, вы не соблазняете, вы просто идиот.
Быть провокационным умным способом — это делать замечания, которые вызывают интерес, заставляют ее смеяться или поднять бровь, но без унижения или принижения. Это тот толчок, который вызывает вызов, а не злобу. Если она говорит что-то, с чем вы не согласны, вы можете ответить с лукавой улыбкой. Я мог бы согласиться, но предпочитаю видеть, как ты пытаешься меня убедить. Почувствовали тон? Вы шутите, вызываете, но не отменяете то, что она говорит. Это создает напряжение и стимулирует взаимодействие. Однако, если она проявляет признаки дискомфорта, отступите, не настаивайте. Уважение должно быть на первом месте. Быть уважительным — это также понимать пределы времени, пространства, темы. Если вы говорите о чем-то серьезном, не подшучивайте. Если она упоминает травму, не шуточкуйте на эту тему. Соблюдайте чувствительность. Вы хотите, чтобы она чувствовала себя хорошо с вами, а не оскорбленной. Уважающий провокатор — это тот, кто умеет сочетать долю иронии, забавный вызов, но при этом не касается чувствительных тем и не ведет себя грубо. Именно такой настрой в «я тебя провоцирую», «ты меня провоцируешь», «мы смеемся вместе» и вызывает искру. Так что перестаньте думать, что быть плохим парнем и означает кричать или ругаться. Хороший соблазнитель умеет провоцировать, не теряя класса. И вот тогда они чувствуют стимул, потому что видят, что у вас есть личность, но также и эмпатия. Номер 9. Как показать, что ты отличаешься, не преувеличивая. Иногда вы так хотите доказать, что вы тот самый, что начинаете хвастаться, говорить о деньгах, машинах, о том, что достигли, превращаясь в нелепого павлина. В другие моменты вы притворяетесь слишком скромными, говоря, что вы ничем не отличаетесь, что создает впечатление неудачника. Есть золотая середина. Вы действительно можете показать, что у вас есть амбиции, что вы боретесь за свои мечты, не при этом бьете себя по груди. Ведите разговор так, чтобы темы, связанные с вашими качествами, появлялись естественно, но не превращайте это в монолог о себе. Если она спросит, чем вы занимаетесь, отвечайте с умеренным энтузиазмом, рассказывая немного о своей работе или жизненном проекте. Если она захочет подробностей, давайте их постепенно. Если вы заметите, что она заинтересована, углубитесь в разговор, если нет, смените тему. Быть разным также означает не следовать за толпой и не повторять клише. Используйте оригинальный подход, высказывайте обоснованные мнения, избегайте поверхностных разговоров о времени или сплетен о знаменитостях. Но при этом не становитесь скучным интеллектуалом, который презирает тех, кто не читает книги. Это та самая доля личности, когда она понимает, и этот парень имеет что-то большее, чем просто внешний вид, но при этом не является высокомерным. И, главное, будьте последовательны. Если вы говорите, что увлекаетесь спортом, говорите об этом с уверенностью, демонстрируйте знания или рассказывайте о своем опыте, но не превращайтесь в одержимого. Если вы говорите, что предпочитаете домашний уют, не пытайтесь изображать короля вечеринки. Эта последовательность выделяет вас среди тех, кто постоянно выдумывает истории. И именно в этой хорошо дозированной аутентичности вы светитесь. Номер 10. Роль языка тела в игре соблазнения. Вы можете говорить все правильно, но если ваше тело передает другое сообщение, она не почувствует желания. Перестаньте сидеть в позах, которые сжимаются, с перекрещенными руками и опущенной головой. Мы уже говорили о позе, но язык тела включает в себя гораздо больше. Это то, как вы наклоняетесь, когда она говорит, движение рук, пока вы что-то объясняете, выражение лиц, которые сопровождают речь. Если вы говорите «и как интересно», не двигая ни одним мускулом лица, это неубедительно. Если вы говорите, что вам спокойно, но при этом безумно топаете ногой, это выдает ваше беспокойство. Поэтому согласуйте ваше тело с вашими словами. Если вам интересно, поверните тело в ее сторону, держите ноги, направленные на нее. Если хотите выглядеть расслабленным, используйте мягкие жесты, перестаньте быть напряженным. И помните, что ее язык тела тоже важен. Если она приближается, играет с волосами, касается своего лица, скрещивает и разводит ноги перед вами, это, вероятно, признаки интереса. Вот тут вы можете усилить взаимодействие или дать ей пространство, в зависимости от контекста. Язык тела — это не мой диалог, который происходит параллельно с устной беседой. Овладейте этим, и вам почти не понадобится фраза для соблазнения. Она увидит в вашей позе и жестах, что вы уверены, внимательны и открыты.
И если она почувствует, что ваше тело реагирует положительно на то, что она говорит, чувствуя себя воодушевленной, соблазнение будет происходить без особых усилий. Поэтому перестаньте быть отстраненным, откройте глаза на то, что ваше тело и ее тело говорят. Это может быть разница между теплым свиданием и захватывающим моментом. Номер 11. Научитесь интерпретировать ее ритм и уважайте ее границы. Теперь нет смысла применять все эти советы, если вы маньяк, который нарушает ритм девушки. Некоторые женщины любят быстрый флирт, целуются на первом свидании, другие предпочитают идти медленно, сначала лучше узнать друг друга, прежде чем переходить к чему-то более интимному. Если вы игнорируете это и пытаетесь навязать свой ритм, вы потерпите неудачу или окажете лишнее давление. Быть соблазнителем – это также быть чувствительным к тому, что она показывает. Если она продвигается быстро, воспользуйтесь моментом, но это не значит, что вы можете пропустить этапы без ее согласия. Если она идет медленно, будьте терпеливы, покажите, что вы не отчаянный. Это понимание ритма критически важно для того, чтобы она чувствовала себя безопасно и смогла отдаться желаниям в нужный момент. И если она прямо скажет, что не заинтересована или хочет дружбы, примите это и двигайтесь дальше. Не превращайте это в ссору или детское настойчивое поведение. Уважение границ – это основа для сохранения целостности обоих. Часто девушка может изменить свое мнение, если увидит, что вы не тот, кто на нее давит. Поэтому будьте зрелыми, чтобы справляться с нюансами, не будьте ребенком, который плачет, когда не получает, чего хочет сразу. Соблазнение – это игра терпения и чувства. Вы читаете, интерпретируете и действуете. Просто так. И если на этот раз ничего не вышло, учитесь на опыте и двигайтесь дальше. Перестаньте думать, что настойчивость и надоедливость заставят ее вас захотеть. Это как раз наоборот. Мужчина, который умеет уважать, выделяется и может пожинать плоды позже. Номер 12. Завершайте свидания или разговоры, оставляя ее в ожидании следующей встречи. В конце концов, не будьте этим надоедливым человеком, который растягивает разговор, пока она не заскучает, или который постоянно просит подтверждения, что все было хорошо. Нужно уметь вовремя уйти со сцены, оставляя ощущение «и хочу еще». Если у вас было приятное свидание, не затягивайте его до того, как она усталится. Завершите разговор, когда она еще смеется или развлекается, и скажите что-то вроде «И мне нужно решить пару дел, но мне очень понравился наш разговор. Потом хочу услышать больше о той твоей истории с путешествием». Вот и все, вы создали зацепку для следующего взаимодействия и ушли на пике. То же самое касается сообщений. Если разговор идет хорошо, завершите его до того, как наступит неловкое молчание. Напишите, и завтра продолжу рассказывать остальную часть истории, сейчас нужно спать, и пока. Она будет размышлять и думать. И какая история? Что еще он хочет сказать? Вот в чем секрет. Не выкладывайте все, не исчерпывайте тему. Оставьте пространство для воображения. Так, когда она вспомнит о вас, она почувствует любопытство и тоску, а не облегчение от того, что избавилась от надоедливого. Создание напряжения и незавершенного момента заставляет женщину искать вас потом, писать сообщения, хотеть назначить новую встречу. И это именно то, чего вы хотите, правда? Тогда имейте смелость завершить до насыщения. Если не можете, вы продолжите быть тем парнем, который умоляет о внимании, пока девушка не сбежит. Теперь примените все, что вы узнали здесь. Перестаньте быть ленивым и станьте тем мужчиной, которого они хотят. И не забудьте, если понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, потому что в следующих видео я продолжу давать вам реальный удар, который нужен, чтобы вы перестали быть отвергнутым придурком и стали мужчиной, которого они просят, чтобы быть возбужденными. Будьте внимательны и до следующего раза.